В этом видео я вам расскажу самые главные инсайты за 9 лет своей работы. Что реально работает на тренировках, а что делать не стоит. И на чем держится долгосрочный результат. Какие ошибки чаще всего совершают люди в спортивном зале. Ну, например, они используют набор упражнений, чужой набор упражнений, чужую программу. Ну, на 2 сантиметра он ниже, выше. И все, и крепление уже немножко в другом месте. Возможно, это упражнение не будет подходить именно под того человека, под конкретного, от кого он взял. Он увидел у блогера там у какого-нибудь супер упражнения там какие-нибудь, сам попробовал, и у него ничего не получилось. Ну, потому что чуть-чуть надо изменить, чуть-чуть подправить, чуть-чуть изменить угол. Все вот это вот, а они прям копируют. И, естественно, может не получиться, а может и получиться. Достаточно часто я вижу людей, которые усугубляли свою жизнь посредством спорта, гоняясь за каким-то невероятным результатом. Ну, например, срывали спину на становой. То есть ты срываешь спину на становой, и все, ты просто забываешь про спорт на какое-то определенное время, пока не восстановишься. Одному человеку сказали, врач сказал, ты если будешь тяжелое поднимать, с тобой что-нибудь произойдет нехорошее. Он как будто бы вообще это не услышал и начал очень большие веса поднимать. Ну, постепенно, соответственно, то есть ты не сразу большой вес пришел и 150 килограмм на становую взял. Ты постепенно нагружаешь, и вот он дошел до 200, хотя ему изначально врач говорил, что ты будешь много поднимать, ты все отъедешь. А он 200 килограмм там ебать уже. Ну, то есть становая вот такая спинища, вот такое все закачал. Наоборот, он укрепил мышцы. То есть сам позвоночник, вдоль позвоночника мышцы нужно укрепить, чтобы он стабилизировался. Ну вот, собственно, он это и сделал посредством становой, там, всяких тяжелых, огромных упражнений. И все, и прям ходит здоровее здоровых. Почему не бывает быстрого результата? А мало таких людей, которые генетически одаренные. Ну, они пришли, у них все сразу получилось. Но таких людей вообще очень мало, крайне мало. Ну, накачать мышцы — это не про быстро. Это достаточно долгий процесс такой. А люди не знают об этом. Они хотят... Ну, сейчас я похожу месяц в зал и накачаюсь клетку. Накачаться и похудеть одновременно можно. Делать можно, но только в самом начале это работает буквально-таки первых 2-3 недели. То есть ты прям можешь определенный тренинг выполнять, у тебя будет и жир уходить, и мышцы расти, но потом это все закончится. Потом нужно будет прям переключаться, найти, какой тренинг тебе подходит. Кому-то подходит сплит-тренировки. Это значит, конкретно какую-то мышцу тренируешь грудь и мышцу синергии с трицепс. Или ты делаешь full body. Чаще всего подходит людям full body по их загруженности. Допустим, не хотят они ходить 3 раза, 4-5 раз в неделю в зал, нет столько времени. Нужно построить другой подход. Нужно сделать full body, где будут вовлечены все мышцы. То есть 8-9 упражнений. Ты отдыхаешь только в момент, когда идешь к другому упражнению. И вот это уже многим подходит, full body. То есть ты 2 раза в неделю прокачиваешь все тело полностью, оно у тебя восстанавливается. Ты приходишь на следующую тренировку, повторяешь, и самое главное, все записывать в блокнотик, чтобы видеть прогрессию. Без этого ничего не выйдет, особенно у новичка. Очень важно понять человеку, что за быстро не получится. Я сразу предупреждаю, допустим, ко мне приходит человек новенький, я говорю, ты вообще в курсе, что это не про быстро? То есть это придется долго, монотонно, однообразно, неинтересно работать. Хорошо, что я у тебя есть. Понимаешь, я вот так всегда им говорю. То есть я говорю, тебе так фартануло, что мы скучные, неинтересные, однообразные упражнения будем делать весело, прикольно. И будет куча полезной информации, то есть поступать. И, собственно, когда настает урок, человек уже начинает понимать, когда он, прикинь, просто не может сесть даже за тренажер. Естественно, мы сначала обучаемся садиться, то есть банальные вещи делаем. Брать руки, опускать, дышать. Вот. Ну и сам факт, мышца-то сама как растет. То есть мы делаем микронадрывы, они должны залечиться. Процесс восстановления должен. То есть он занимает где-то 3-4 дня. Мы покачали одну мышцу раз в неделю. Соответственно, сроки увеличиваются. Многие люди просто приходят и хотят 2 месяца, и все, и уже все, это уже атлеты. Но так не бывает. То есть, если ты начал чем-то заниматься, то это все уже навсегда. Если мы будем качаться, потом остановимся, то оно и все уйдет тоже со временем. Чтобы постоянно выглядеть хорошо, в хорошей форме, себя поддерживать, нужно всегда чем-то заниматься. Не обязательно качалкой, можно и на велосипеде ездить, и на сапе, например, летом плавать. Для всех новичков в первый месяц тренировок им важно понять,
что вот эта боль, которая их преследует, она скоро закончится. Когда ты первую тренировку проводишь, у тебя после этого все болит максимально много. Это не потому, что там какая-то лютая тренировка, а потому что организм сначала начинает просто привыкать. Он думает, это что такое произошло? И он очень много сил тратит на восстановление, чтобы организм адаптировался к этой нагрузке. Нагрузка это снижается, и потом настает какой-то этап, когда у тебя уже не болит. И человек думает, плохая тренировка была. Нет, неплохая тренировка была. Просто ты уже научился, твой организм научился правильно реагировать на тренировки, правильно распределять энергию. Короче, нужно начать и не остановиться. И идти, и будет все получаться. Кстати, напишите в комментариях, бросали ли вы спорт, что стало причиной, и возвращались ли вы назад в него. Я бросал даже один раз, и не потому, что я сам бросил. Не занимался я где-то примерно 9 месяцев, это просто из-за травмы. Было защемление нерва, это сейчас я уже могу сказать спустя время, когда я узнал. Было страшно, я как будто задыхался ночью. И мне почему-то казалось, что я скоро умру. И поэтому зал. До свидания. Пока. Я реально не ходил 9 месяцев. Когда ты начинаешь тренироваться в зал, получаешь результат и видишь его, когда тебе говорят, ты такой здоровый, ты что качаешься, и ты уже не можешь с этого слезть, тебе нравится. То есть пока ты не нашел себе замену там какую-нибудь. Просто спортзал это доступно, есть везде, тем более сейчас. Например, на серфе покататься за 10 тысяч час, тоже прикольно, но, дороговатенько пока что. Бывают такие ситуации, что клиент ходит, потом бах и пропадает куда-то. Все. Ты уже и не надеешься его вновь увидеть, но спустя время они все равно возвращаются. Все равно хотят получать результат. Тренировки с тренером, люди к хорошему привыкают. Потом уже, это, грубо говоря, ты сначала ходил пешком, потом начал ездить на такси. Естественно, тебе не захочется снова потом ходить пешком. Понимаете? Самое основное, что я понял за 9 лет работы, что нужно выполнять простые движения, приседания, отжимания. Самое главное – периодичность, постоянство, следим за калориями и спим. Вот это вот все, что нужно. Не нужно ничего больше выдумывать. Вот на начальном этапе вот этого всегда хорошо работают базовые упражнения, такие как приседания, жим лежа, становая тяга. Потому что задействуются самые главные большие 3 мышцы, то есть грудь, спина, ноги. Они естественные движения, повторяю, то есть мы просто отягощаем весом приседания, например, те же самые. Просто мы можем сами поприседать, а можем со штангой поприседать. То есть будет больше тратиться калорий. Почему сон и еда натуральная больше принесет пользы в самом начале пути, нежели чем какие-то спортивные добавки? Потому что организм сначала будет хватать собственных ресурсов. Вот когда мы собственные ресурсы уже будем подходить к максимуму, тогда мы будем потихонечку добавлять какие-то спортивные добавки. Например, протеин, дополнительный источник белка, креатин, дополнительный источник силы. Нужно будет, если человек захочет, только попозже, когда мы уже выработаем свой предел. Многие люди еще делают так, они насмотрятся изначально каких-то видосиков, примут самостоятельное решение без согласования с каким-то умным человеком, например, с тренером. Накупят сразу себе протеин, креатин, кучу всяких добавок, хотя вначале в самом организму будет хватать собственных ресурсов. И тренировки сами вначале будут не сразу мы начнем 200 килограмм поднимать, мы будем это делать постоянно, чуть-чуть увеличивая прогрессию, и записывать ее обязательно нужно в блокнотик. Это важно, это везде буду вообще говорить, чтобы люди пользовались блокнотами. Без этого вообще ничего не выйдет. Можно, например, все, что вы уже услышали, если вы это не записывали, все, до свидания. Может, на 2 недели, на 3 вас хватит, на 4. Потом все уже. Как я построил свою систему тренировок? С потом и кровью. Временем пробовал. Все пробовал, смотрел на себе, записывал. И из этого выбрал то, что мне подходит, то, что мне нравится делать, какой я получаю результат. Вот, собственно, из-за этого и получилось свою программу создать. Мы еще со своими клиентами всегда подбираем себе упражнения, которые нам комфортно делать. Допустим, 1 неделю мы сделали приседания, во 2 неделю мы сделали приседание плие, в 3 мы сделали good morning, в 4 мы сделали первое упражнение ягодичный мостик, и мы это пробуем. Нравится, не нравится, и потом в конце, через какое-то время, получается адекватный комплекс, который мы просто по нему работаем и увеличиваем веса. Кстати, я собрал пошаговый план для новичков, как качаться, восстанавливаться, питаться. Заберите его по ссылке в описании. Люди часто откладывают поход в спортивные заведения свои, потому что думают, нужно много ресурсов потратить.
Они как будто бы к этому не готовы. Форму новую купить, еды накупить себе спортивный какой-то. Вот, то есть они собираются с мыслью, сейчас я сделаю это, сделаю то, сделаю все сразу, и в итоге там время проходит. Ты можешь начать заниматься прямо сейчас дома, на улице, где угодно. Да даже у себя в квартире ты можешь это начать делать. Но самое главное, ты должен захотеть это сделать. Вот и все.